Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Народные средства для лечения папиллом. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Папиллома – это опухолевидное, доброкачественное новообразование слизистых оболочек и кожи, имеющее вирусное происхождение. Внешне папиллома выглядит как небольшой сосочек на узкой ножке, имеющий плотную или мягкую консистенцию. Цвет новообразования может быть разным – от светлого до темно-коричневого. Папилломы на коже являются косметическим дефектом. Появление новообразований на слизистой гортани приводит к нарушению голоса, дыхания. Если папилломы образуются на слизистых внутренних органов, то могут возникнуть язвы и кровотечения. Самым опасным осложнением папиллом является их злокачественное перерождение и развитие рака. Лечение папиллом проводится путем их удаления различными методами: хирургическое иссечение, криодеструкция, электрокоагуляция, удаление лазером. Классификация папиллом. По внешнему виду папилломы делят на следующие типы: остроконечные, плоские, нитевидные, простые и подошвенные. В зависимости от вида вируса и особенностей его воздействия на человеческий организм выделяют следующие типы папиллом: неонкогенные, не перерождаются в раковые опухоли, не представляют опасности для здоровья, являются чисто косметическим дефектом. Онкогенные низкого риска. Вероятность перерождения папилломы в рак существует, но она невелика. Мутация может произойти только в результате сильнейшего канцерогенного воздействия на организм. Онкогенные высокого риска. Такие папилломы почти всегда со временем перерождаются в злокачественные новообразования. При появлении первых симптомов ВПЧ необходимо обязательно обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы выяснить тип вируса. Ранняя диагностика онкогенных форм может спасти человеку жизнь. Причины папиллом. Причиной заболевания является ВПЧ – вирус папилломы человека. При попадании на кожу этот вирус начинает размножаться в плоском эпителии. Пока человек здоров, вирус спокойно живет в организме и не доставляет никаких проблем. Но как только происходит ослабление иммунной защиты, вирус тут же активизируется и начинает изменять ядра клеток плоского эпителия. В результате начинают появляться аномальные клетки, которые активно растут и вызывают появление на коже папилломы. Основными путями заражения ВПЧ являются: незащищенный половой контакт. Слизистая половых органов очень восприимчива к вирусу папилломы. Если у одного из партнеров на гениталиях есть папилломы, то вероятность заражения второго партнера составляет почти 100%. Использование презервативов снижает вероятность заражения. Но если папилломы расположены в незащищенных местах, например, в промежности, то заражение все равно произойдет. Следует помнить, что заразиться ВПЧ можно не только во время секса, но и через поцелуи. Самозаражение может произойти во время эпиляции или бритья, а также при натирании уже имеющейся папилломы одеждой. В результате на коже может появиться еще несколько новых папиллом. Заражение ребенка матерью во время родов. Если у матери имеются папилломы в половых органах, то ребенок может подхватить вирус ВПЧ во время родов. Эта форма заболевания очень тяжело поддается лечению. Заражение в общественных местах. Заразиться ВПЧ можно, держась за грязные поручни в общественном транспорте, а также в бане, сауне, бассейне, раздевалке в спортзале. Вирус, оставленный в этих местах больным человеком, вызывает заражение в случае, если он проникает в организм через поврежденную кожу. Заражение через предметы быта, которыми пользовался больной. Чаще всего заражение происходит при использовании чужих эпиляторов, полотенец, бритв, мочалок. Симптомы папиллом.
Папилломы выглядят как кожные выросты, мягкие на ощупь. Они имеют плоское основание или стоят на тонкой ножке. На ранних этапах развития, перед выходом наружу, папилломы могут вызывать незначительное покалывание или жжение кожи. Затем на этом месте появляется небольшая шишка, которая со временем превращается в папиллому. Цвет новообразований обычно телесный, желтоватый или сероватый. Папилломы чаще образуются у пожилых людей. В отличие от бородавок, папилломы появляются на закрытых участках тела, в паху, в подмышечной области, на внутренней части бедер, под молочными железами. Папиллома появляется при ослаблении иммунитета, после перенесенных соматических и инфекционных заболеваний. Единичная папиллома может вызвать появление других новообразований, и тогда говорят о развитии такого заболевания, как папилломатоз. Диагностика папиллом. Для опытного врача постановка диагноза не вызывает особых затруднений. Он выявляет папилломы еще во время внешнего осмотра пациента. Для определения типа вируса, который вызвал появление новообразования, и оценки вероятности перерождения папилломы из доброкачественного состояния в злокачественное, проводят следующие исследования. ПЦР выявляет ДНК ВПЧ и определяет вид вируса. Данное исследование проводят, если папиллома уже появилась на коже пациента. Кольпоскопия. При помощи данной методики изучают слизистую шейки матки у женщин при помощи специального прибора – кольпоскопа и обнаруживают там папилломы. Биопсия. Проводится для исследования онкологических заболеваний. Лечение папиллом. Единого международного стандарта терапии папиллом на сегодняшний день не существует. Основными методиками, признанными во всем мире, являются лечение цитостатиками, противоопухолевыми препаратами, электрокоагуляция, криодеструкция, удаление папилломы при помощи аномально низких температур, удаление папиллом лазером, хирургическое иссечение. Кожные новообразования обычно удаляют оперативно – лазер, криодеструкция. Для предотвращения появления новых папиллом пациенту назначают лечение, направленное на укрепление иммунной защиты организма. Подошвенные папилломы удаляют при помощи диатермокоагуляции, криодеструкции. Если у пациента наблюдаются плоские папилломы, то их удаляют при помощи криотерапии с одновременным назначением иммуностимуляторов. Нитевидные папилломы удаляют при помощи диатермокоагуляции, бородавчатые с помощью криотерапии или диатермокоагуляции с последующим восстановлением иммунитета. Остроконечные кандиломы удаляют при помощи лазера, криотерапии, диатермокоагуляции. Генитальные папилломы разрушают раствором 3-хлоруксусной кислоты подофилином. Следует помнить, что терапия генитальных папиллом может быть затруднена при наличии сопутствующих заболеваний – герпес, бактериальный вагиноз, хламидиоз и ряд других. В этом случае параллельно проводится лечение этих патологий. При папилломатозе гортани проводится хирургическое лечение. Народные средства от папиллом. Методы народной медицины при грамотном подходе способны преодолеть многие недуги. Лечебные средства, созданные по бабушкиным рецептам, в фармакологическом плане обладают многочисленными преимуществами. Они не только эффективны, но и безопасны, так как не дают побочных эффектов, укрепляют иммунитет и помогают организму бороться с недугами. В них нет консервантов, искусственных ароматизаторов, имеющихся в составе химических лекарственных препаратов. Они на 100% изготавливаются из натурального сырья. Средства народной медицины широко применяются и в лечении новообразований на коже, включая папилломы. Удаление папиллом – довольно болезненная и неприятная процедура, поэтому многие решают эту проблему самостоятельно, щадящими методами. Для лечения в домашних условиях используются как аптечные препараты, так и методы нетрадиционной медицины.
Народные средства, применяемые вовнутрь, направлены на укрепление иммунитета и предотвращение рецидивов. Наружные препараты убирают внешний дефект, вызывая высыхание наростов и последующее отпадание. Прежде чем начать лечение, необходимо убедиться, что новообразование не может переродиться в злокачественную опухоль. Подозрение на онкологию может вызвать быстрый рост папилломы, болезненные ощущения, образование на проблемных участках язв и выделений. Такие наросты без предварительного обследования и консультации у врача удалять нельзя. Для папиллом на лице, шее и других участках с тонким кожным покровом рецепты подбираются особенно осторожно и тщательно. Народные средства, повышающие иммунитет. Ослабление иммунитета – одна из причин, провоцирующая появление папиллом на теле человека. Чтобы избавиться от них навсегда, необходимо укрепить иммунитет. Исчезновению папиллом способствуют травяные сборы и другие средства для повышения иммунитета. Сбор из трехцветной фиалки, полыни, цветов клевера, зверобоя, подорожника, семян укропа и корня аира. Сбор из хвоща, крапивы, подорожника, мелиссы и корня одуванчика. Настойки шиповника, эхиноцеи. Ежедневный прием 100-200 мл сока из картофеля, предпочтительнее из красного. Лечение папиллом нерастительными народными способами. Народная медицина нередко использует для лечения продукты, которые есть в каждом доме. Важно помнить, что не каждое средство можно применять для удаления папиллом на языке, веках и других слизистых, а также близко расположенных к ним поверхностях. Лечение папиллом яйцом. Популярным средством избавления от наростов является обычное куриное яйцо. Для лечения понадобится белок, которым смазывают пораженные участки. После высыхания наносят еще один слой белка и оставляют на несколько часов. Процедуру повторяют несколько дней до полного высыхания и отпадания папиллом. Касторовое масло для лечения образований на коже. Наросты, образовавшиеся на шее и других участках кожи, можно вылечить при помощи касторки. В касторовом масле содержится кислота, воздействующая на новообразование. Касторку наносят на папилломы, приклеивают пластырь или накладывают повязку. Процедуру проводят 2 раза в сутки. Чтобы избавиться от наростов, ее повторяют 6 раз. Избавление от наростов при помощи хозяйственного мыла. Одним из популярных народных средств для лечения кожных заболеваний является хозяйственное мыло. На протяжении 4 дней его втирают в проблемные места. В результате на коже появляется раздражение, наросты засыхают и отваливаются. Способы лечения с применением растительных средств. Для избавления от папиллом применяются как отдельные растения, их стебли, цветы, почки, плоды и корни, так и сборы, включающие несколько ингредиентов. Применяется как внутрь, так и наружно. Лечение соком чистотела. В соке чистотела имеется кислота, способствующая разрушению и устранению наростов. Для лечения используют свежий выжатый сок, листья и стебли растения, а также настой, который можно приобрести в аптеке. Перед процедурой кожу желательно распарить. Во избежание попадания кислоты на здоровые участки, эпидермис, вокруг папиллом аккуратно смазывают маслом или жирным кремом. Сок растения наносится точечно на каждый нарост. Процедуру проводят раз в 2 дня на протяжении недели. Рецепты с применением чеснока. Лечение свежим соком, выжатым из лука и чеснока, болезненно, но эффективно. Его периодически наносят пипеткой на каждый нарост. Папилломы сначала подсыхают, потом темнеют и отпадают. Мелко измельченный чеснок смешивают со сливочным маслом. Смесью смазывают проблемные места, по истечении 2 часов ее смывают. После нескольких процедур наросты подсыхают и отваливаются. Профилактика папиллом.
Основными методами профилактики заболевания являются отказ от беспорядочных сексуальных связей, использование средств барьерной контрацепции при половых контактах, соблюдение правил гигиены, отказ от использования чужих предметов обихода, соблюдение правил безопасности при посещении общественных бассейнов, саун, бань, закаливание организма, укрепление иммунной защиты, правильное питание, отказ от жирной, жареной, острой, копченой, консервированной пищи, введение в рацион свежих фруктов и овощей, отказ от малоподвижного образа жизни, своевременное лечение инфекционных и соматических заболеваний, которые могут привести к появлению папиллом, регулярное проведение санации очагов хронической инфекции, которая ослабляет иммунную защиту организма, ношение удобной одежды, изготовленной из натуральных тканей, регулярное прохождение обследования у иммунолога, гинеколога для женщин. Берегите себя и будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.